Всем привет! Втягивайтесь. Будем сегодня с вами делать красивую стрижку. Модель у нас уже пришла. Мы уже ее покрасили. Кого интересует, чем покрасила, пишите. Естественно, я отвечу вам на вопросы. Давайте посмотрим, что у нас есть. И буду рассказывать, что будем делать. Давайте я вас познакомлю. Зовут Людмила, нашу модель. Спасибо ей большое за то, что она согласилась. Так. Чуть надо приподнять себя. Делаем. Давайте посмотрим, что у нас есть. Наличие. Как видите, у нас стрижка без челки. Челки у нас нет, вот она длинная. Она, естественно, немного короче, чем вся стрижка. Так и будем оставлять ее немного короче, но короткую она не носит. И самое интересное, что нам нужен объем. Поэтому мы будем делать достаточно короткую макушку. Так, давайте отодвину вас, чтобы было лучше видно. Видите, короткая макушка у нас будет. И приступаем к разделению на рабочий пробор. Так, запись будет или нет? Девчонки, YouTube автоматически сохраняет. Последний раз по какой-то причине сбой произошел из-за звонка, который позвонил, да, по телефону, поэтому запись половина не сохранилась. Но я вам пообещала, что я заново вам видео то устрою. Наша модель согласилась в следующий раз еще раз сделать видео. Разделение у нас с вами горизонтальный с горизонтальной. И начинаем с затылочной зоны. Вы можете здесь, если вам удобно, делить на две части. Как всегда, вот горизонтальный вот так. Но я не буду делить, мы с вами будем сразу стричь. И у нас это с вами будет целый блок. И будем начинать уже с окантовки. Отделяете первый блок. Приступаем к стрижке. Значит, смотрите, сейчас у нас с вами низ будет как массивная стрижка. То есть мы будем делать натяжение 0 и накладывать прядь на прядь. Прямой срез. У нас с вами 0. И будем простригать. С другой стороны подвезем, чтобы видно было поближе. Вы пишите, как слышно, как видно. Так, натяжение у нас с вами 0. Голова нагнута, поэтому как можно ближе мы с вами это делаем. Натяжение и прямой срез. Идем дальше. Так, смотрите, девчонки, здесь главное что? Чтобы вы не закругляли линию. Если голова нагнута, значит, соответственно, у вас, когда вы начинаете делать окантовку, должно быть немножко удлинение. То есть вы не закругляете, сюда не подводите. Так. Качество видео очень плохое. Поправьте, пожалуйста, на своем телефоне. У меня достаточно хороший телефон для съемки. Поправьте на своем телефоне видео качество, исправьте. Плохо видно. Как улучшить, больше просто не знаю. Все протерто. Ну, давайте еще раз протру, конечно. Но все протерто. И лучше уже не будет. Так. Значит, соответственно, мы с вами простригаем. У нас здесь линия должна быть прямая. Потому что если поднимет голову, чтобы у нас не было полукруга, у нас на затылке прямая линия.
Вся голова у меня бок, все ровненько. Проверяйте обязательно, чтобы клиент держал голову ровно. Здесь вот у нас треугольничек маленький, потом мы с вами будем его дорабатывать. Простригли первый блок, проверяем длину. Переходим к следующему. Натяжение у нас с вами опять же 0. Всем привет, да. Натяжение 0. И помните, как у нас с вами стрижется массивная стрижка. Наложение пряди на прядь, и каждая следующая прядь на 1-2 мм длиннее. Поэтому напоминаю, как она стрижется. Мы с вами взяли прядь, видим край нашей предыдущей подстриженной пряди. Вот он. Видите? Мы с вами ведем пальчики. Пальчики встали на линию. Теперь она скрылась, эта линия, еще дальше опустили. И вот тогда, когда скрылась линия, мы с вами берем ножницы и отрезаем. И в этом случае у нас с вами получается 1-2 мм длиннее, потому что толщина ножниц 1-2 мм. Не закругляем, то есть у нас с вами ровная линия получается внизу. Проверяем обязательно лево-право. Теперь попрядно мы подтягиваем настолько, насколько хватает длины. Постригаем в этой же технике все пока остальное. Еще раз повторю, насколько хватает длины. Голова все время вниз. Вы видите, у меня там прядь внизу. Вот она. Давайте я вам поближе покажу. Так. Так. Прядь, видите? Я веду пальчики. Прядь у меня, видите? Совсем чуть-чуть осталось. Дальше я ее подвела до конца, спрятала прядь. И вот в этот момент мы с вами начинаем отрезать. Сейчас, секунду, я перехвачу руку. Так, повторяю еще раз. Веду. Я вижу сквозь свою прядь, свою нижнюю уже простриженную, спряталась, уже я ее не вижу. И начинаю простригать. И вот видите, у меня здесь, если вы посмотрите на белый воротничок, я вам показываю, видите, на 1-2 мм длинней. Проверяем с вами длину. Все должно быть очень ровно, красиво. Угу. Так, Людмила, ты держишь ровненько голову, да? У меня она сейчас сидит ведь не к зеркалу, и я этого не вижу. Поэтому обязательно контролируйте. Для того, чтобы не сделать асимметричную стрижку. Насколько хватает длины, постригаем в этой технике. Вы помните, что видно вам будет очень хорошо, если вы берете прядь тонкую. То есть вы должны сквозь эту прядь видеть вашу контрольную линию. Насколько хватает длины, видите, все, длины у меня больше нет. Давайте проверим здесь возле ушек, потому что тут немножко будет удлинение. Угу.
плохо видно. Все как всегда. Камеру я не меняла. Так. Теперь мы с вами переходим, ставим голову клиента ровно и переходим уже к затылочной части верхней. По центру отделяем прядь, поворачиваю, показываю. Так, вот она по центру прядь, видите? Сейчас мы с вами будем с ней работать. Угу. Сейчас поверну чуть-чуть. Мы с вами поднимаем прядь. Сейчас я вам покажу. И здесь у нас с вами уже начнется равномерная форма. Уже верхний затылочный блок мы простригаем, как будто у нас с вами натяжение не как будто, а точно абсолютно натяжение 90, срез 90. Взяла по центру прядь, натянула, показываю вам. Видите? Натянула. Как я понимаю, что 90? Обняли голову, пальчиками провели. Это будет у нас с вами натяжение 90. Обняли голову, пальчиками протянули. Срезали. Перешли дальше к следующей зоне, чуть выше. Опять же, обняли голову, натянули, срезали. Перешли выше. Обняли голову, натянули, срезали. Вот таким вот образом мы с вами плавно переходим. Дальше по диагональке берем следующий, отделяем пробор. Подтягиваем к центральному, то есть к своему, как вы любите называть, ребро жесткости, да, то есть к своему уже контрольному простриженному блоку, да, то есть части. Натягиваем. У меня центральная прядь стоит 90 в голове. Все слева, либо справа я подтягиваю. Я начала справа, как вы видите. И натяжение у меня с вами идет к центральной моей контрольной пряди. Срез также 90 градусов. Подтягиваем всю оставшуюся зону. К центральному пробору. У нас центральный пробор с вами. Это наша контрольная прядь. Растригли. Поверну сейчас в эту сторону. Будет видно, как это растригливается с этой стороны. Также перешла немного в диагональ. Почему? Потому что у меня здесь идет по кругу линия. Здесь вы когда берете, так нельзя, сейчас секунду, побольше возьму. Опять же подтягиваем к центральной контрольной пряди и продолжаем. Здесь я буду уже сверху стричь, потому что мне с этой стороны удобно. Тянули оставшиеся все к центру, опять же. Так как у нас с вами центральный пробор, он являлся контрольным, поэтому мы с вами теперь все спокойно подтягиваем к центру, для того, чтобы проверить наш срез. Что все у нас здесь ровненько и красивенько. Все подтягиваете и начинаете проверку. Если где-то что-то лишнее у вас появилось, мы это дело все убираем. Также двигаетесь, повторяя форму головы, именно нашу верхнюю затылочную зону. Так.
Видите, у нас уже получилась с вами короткая макушка. Конечно же, если волосы у нас с вами длиннее, то макушка, возможно, будет у нас идти неравномерным срезом, то есть не 90-90, возможно, будет идти как каскад. Поэтому вы смотрите именно какая длина. Теперь переходим уже к вискам. Разделяем височную зону. Как всегда, продлеваем наш рабочий пробор на затылок. Почему? Потому что здесь у нас было наложение пряди на прядь. И, соответственно, нам надо выровнять с зоной, которая действительно будет соответствовать. Смотрите, здесь плечи мне неудобно, поэтому я поворачиваю голову клиента для того, чтобы я могла работать спокойно. Идет у меня натяжение опять 0, и я встригаю свою окантовку, продолжаю. Здесь в этом случае вы хотите делаете на удлинение, хотите делаете ровно, хотите делаете полукругом. Это все зависит от типа лица, как кому чего идет, ну и как желает ваша девушка. Видим линию нашу и начинаем ее продолжать. Так, видно, не видно. Давайте я поверну. Вот так будет видно. Поймите, если ушки у вас торчат, когда вы натягиваете, сделайте немножко вот так, то есть ослабить натяжение, для того, чтобы у вас потом внизу не было дырочки. Теперь на противоположной стороне мы с вами все повторим. Поворачиваем, натягиваем и простригаем. Так. Раскрываем все. Простригли лево-право, обязательно проверяем длину. Голову держит ровно. Так, и еще разочек на бочок и выстригаем то, что я считаю лишним. Дальше опять проверяем лево-право, натяжение к лицу. И встаем за нашей клиенткой. Берем из одной и той же зоны, натягиваем, проверяем здесь длину. Поворачиваем голову. Опять же делаем окантовку. Оттягиваем все. Я пока еще у лица не стригу. Я пока делаю окантовку, то есть я ввожу свою, продолжаю линию. Чуть-чуть было. Угу. Так, здесь хорошо. Проверяем теперь обязательно снова голова ровно. За ушками натягиваем, проверяем длину и переходим к лицу. Проверяем лицо. Все ли одинаково.
Теперь нам надо задать с вами обязательно длину. Либо это челка, либо это у нас, как сейчас, длинная челка. Мы с вами задаем, то есть делаем окантовку у лица, то есть формируем нашу челку. Челка это и есть окантовка у лица. Определяете длину. У нас будет симметрично. Так, сейчас я вам покажу. Я вставлю, не видно. И вводим в нашу заданную уже длину. Это у нас такая подковка получается. Опять же проверяем. Так, почему мы с вами задаем длину? Вы помните, что у нас короткая макушка. Для того, чтобы мы с вами не зарезали нашу длину, поэтому мы должны с вами ее задать изначально. Потому что теперь нам надо свести вот такую коротенькую макушку вот с такой вот длиной. Видите? Поэтому сейчас будем это с вами делать. Вы всегда смотрите еще рост волос, как растут волосы. У нас всегда над лобной частью есть, вы видите, как бы растет плохо волос. Ну, клиента не обижайте, никогда не говорите ничего плохого. Ну, просто бывает действительно рост волос вот плохой. Видите, здесь бы вот это выросли бы волосы, и вообще было бы отлично. Но у нас всегда вот такой вот пушочек. А, соответственно, здесь волос пушковый, короткий, и он в челку не входит. А хотелось бы, конечно, чтобы входил. Но, к сожалению, не входит, поэтому мы обязательно это обыгрываем. То есть вот эти места мы с вами никогда не должны зарезать, иначе у нас здесь будет окошко, будет дырочка. Мы с вами берем по центру прядь. Тут вы тоже имеете в виду, что все зависит от того, налево-направо носит. Моя клиентка носит и налево, и направо, очень как лягут. Поэтому мы делаем по центру. Поворачиваем. Вы видели, я взяла. Сейчас я отодвину, чтобы было видно, что я тут стригу. Вот смотрите. У нас с вами задана макушка короткая. Мы с вами ее уже простригли. Вот она. Так, видно будет? Сейчас это вдруг не видно. Вот так. Нам надо сохранить длину, которую мы с вами задали челкой. Вот она у нас длина, видите? Но я еще хочу, чтобы она была плотная. Поэтому я беру выше. Потому что если вы посмотрите, у нас с вами челка была, видите? Это все равно все челка. Взяли. И скользящим срезом мы с вами простригаем. Ну, можно не скользящим, если у вас хватает длины. От нашей короткой макушки мы встригаем в нашу длину. Теперь вот смотрите, самое сложное, чтобы вы попали и сделали правильную линию дальше. Как я вам говорила уже, оставляем здесь волосы, да, потому что нам их нельзя отрезать. Все остальное мы с вами по диагональке берем и подтягиваем к уже простриженной нами зоне. Я взяла и также простригаю. Видите, скольжу. Берем с вами, подтягиваем все оставшиеся волосы. Если там есть что доработать, дорабатываем. Опять же, также скользящим срезом. С противоположной стороны я отделяю также прядь. Вот, оставляю ее. Показываю вам. Вот она. По диагональке взяла. Смотрите, если я встану с этой стороны, я правша. Я не смогу сделать, мне неудобно. Поэтому я вам просто развернула, показала,
как мы с вами берем? Но я поверну, буду работать все время с одной стороны. И также я скользящим срезом убираю. Подтягиваю все волосы с виска. Не забывайте, что подтягиваю я к центральной пряди. Вот. Мы с вами здесь сделали. Теперь мы берем все волосы уже. Какой у нас пушок. Сейчас давайте я поближе подвезу, чтобы вы посмотрели, что это не шутка. Видите, как растет волос? У нас очень много пушкового волоса. Вот, смотрите, сколько, видите? Поэтому, конечно же, вы должны это учитывать. Так, поднимаем теперь все. Весь блок наш височный мы поднимаем с вами к макушке к нашей. И методом, как называется метод? Поинтинг. Вводим в нашу форму всю нашу переднюю часть. То же самое делаем с противоположной стороны. Поднимаем. К макушке все подтягиваем. Видно, да, все? И вводим. Потом еще с вами будем сухую дорабатывать. Так, давайте я сейчас посмотрю, что вы мне там написали. Сейчас буду сушить. Я вам только что сейчас показывала, как мы переход создаем от длинного. У нас с вами идет срез диагональный. То есть мы с вами острый срез делаем под углом. Так, давайте теперь будем сушить. Смотрите, я не делаю укладку сейчас, я делаю сушку по форме. Так что обратите внимание, как я делаю. Я могу заколоть волосы именно частью. Ну, просто смотрите, чтобы не было щекотно вашей девушке. Потому что волосы же все-таки щекотятся. И давайте делать. Я сейчас не буду говорить, потому что вы все время жалуетесь, что меня не слышно. Вы тогда напишите, я просмотрю, или спросите меня, когда я выключу фен. Браслет у меня 34-35, так как затылочная зона короче, чем да, верхняя затылочная, то есть нижняя затылочная, верхняя затылочная, либо у лица. Поэтому мы с вами сейчас возьмем брашинг 30-35. 34-35. Следующий блок у нас уже подлиннее, вы можете перейти на больший брашинг. Но на самом деле это называется расческа браш. Да? Брашинг — это у нас техника.
Я почему сделала на этом акцент? Вы очень любите меня исправлять. Вы знаете, я говорю так, как мы сейчас все говорим, чтобы было более понятно. Да? Если мы будем углубляться в конкретные названия каждого предмета, не будет всем понятно, потому что сейчас обучают каждый раз по-разному. Я вас обучаю простыми словами для того, чтобы вы просто понимали, что я делаю. Вы, кстати, еще обратите внимание, как я сушу. Если я не делаю укладку, это не значит, что я не должна сделать красиво. Я все равно сделаю красиво. И я придам все равно объем, я тоже подкручу кончики вниз. Я не использую здесь укладочные средства. Значит, когда я поднимаю свой браш, я должна поднять браш выше линии рабочего пробора, который я сделаю. Только в этом случае у меня будет объем.
теперь продолжаем уже нашу стрижку, да, продолжаем стричь. Так как мы задали все-таки массивную форму, да, у нас остается низ тяжелый. Нам не надо, чтобы мы облегчали его. Но, давайте я посмотрю, что вы пишете. Так, но нам надо с вами сделать так, чтобы все-таки макушечка у нас с вами была объемная, она стояла. Давайте я вам покажу, что у нас тут в итоге получается. Вот. Видите, такая вот градуировка идет достаточно легкая. Ну, здесь тяжело, а здесь плавно. Видите? Сбоку давайте посмотрим, видите. Угу. Поэтому нам надо сделать здесь более воздушно. Мы с вами работаем только, получается, в зоне макушки. Берем с вами длину нашу. Смотрите, чтобы вы просто не оголили сильно. Подтягиваем все к центру макушки. Именно к центру, видите? Я взяла ровно половиночку. И здесь уже глубоким поинтингом мы с вами начнем филировать. Именно глубоким, смотрите, видите, я делаю глубоко. Видите, все падает. То есть не волшебство, правда стригу. Что нам дает это? Мы с вами знаем, что короткий волос всегда выталкивает длинный. За счет этого у нас макушка станет более объемная. Дальше мы с вами по кругу двигаемся. Берем дальше часть, следующую. Опять же подтягиваем к центру. Подтянули, сделали. С противоположной стороны также. Смотрим, чтобы не облегчить сильно у лица. Смотрите, сколько вы берете. Подтягиваем к центру. Глубокий пунктинг. Вы помните, у нас у лица и макушечная зона практически не сведенная. У нас скользящий срез. Поэтому, когда мы с вами делаем глубокий пунктинг, мы немного еще размываем линию перехода. Двигаемся дальше. Поднимаем опять же к центру. И затылочную зону. Также к центру. Вот обратите внимание, за счет вот этой техники, какая у нас стала объемная макушка. Если мы с вами там присмотримся поближе, давайте, может быть, я вам подвезу, может быть, будет видно. Давайте сейчас попробуем показать. У нас получится как бы два слоя, видите? Срез первый внутри, вот он, видите? И кончики более легкие. За счет этого наша макушечка будет всегда вот такой вот объемный. Ну, видите, как красиво уже у нас получилось. Давайте я вам покажу с затылка, как это выглядит. Видите, какая пушистая. Достаточно объемная, и кажется, волос прям немерено. Прям очень много, кажется, волос. Вот. И, значит, смотрите, девчонки, так как мы с вами стригли, ну, может быть, мальчишки, извините, я все время как-то по привычке.
говорю, девчонки, так как мы с вами стригли все-таки тяжелым достаточно срезом, по кончикам вы тоже можете немножко пройти. После этого мы все сдуваем, потому что вы помните, что мы второй раз укладку девушки не делаем. Один раз сделали, подстригли, отфилировали, сдули и благополучно отправили. Я сейчас пока говорить не буду, потому что я сейчас буду сдувать и потом уже вам сделаю обзор. Сейчас распакуем. Единственное, конечно же, я стригла же на камеру, и я не вижу, как она у меня выглядит. Так что я надеюсь, хорошо. Спасибо. Я видела только саму стрижку, что я делала. Но если вы разрешите, я посмотрю. Да, хорошо? Слепую сегодня. Слепую сегодня, да, она говорит слепую. Так, давайте я вам сейчас покажу нашу стрижку. Так, если, конечно же, нужна фиксация там, с помощью лаков, пожалуйста, фиксируйте, если это вам нужно. Значит, смотрите, так как у нас стрижка с вами симметричная, естественно, девушка может выносить и налево, и направо. Вы просто смотрите, как лучше ложатся волосы. Давай посмотрим, на чей красочек. Ну вот, видите. По-любому и так хорошо. Макушку можете взбить. Давайте я вам сейчас покажу ее со всех сторон. Так, сейчас со всех сторон. Где у нас разворачивается? Вот она. Ага. Так, спасибо, Людмила, большое. Обратили на нас внимание. Давайте я вам верну. Так, ну видите, я тут сделала бардак. Можно его обратно опустить. Так. Отсвечивает, по-моему, все. Ну, наверное, уже, в принципе, все понятно, да, что она у нас тут из себя представляет. Вот так. Красотка. Где наша улыбка? Вот так вот. Стрижку я вам показала. Так, давайте обратно поверну. Ругается на меня телефон. Ну, как всегда, спасибо большое, что вы меня смотрите. Если вам понравилось, поставьте лайки. Подписывайтесь на меня. Ну и жду вас всех на обучение. Приходите. Пока-пока. Да. Только надо выключить еще как-то этот эфир. А вот нашла. Спасибо. Красиво. Спасибо.